Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня я хочу сделать общий расклад Таро, знаки судьбы на личную жизнь, на ближайшее будущее, в контексте, что вам хотят передать карты Таро сегодня, послание высших сил и о чем вам важно знать прямо сейчас. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в личной жизни. И давайте посмотрим несколько знаков, которые вам спешат передать карты Таро. Вообще лучше просмотреть от начала до конца, но если вы любите гадания по вариантам, то выбирайте свой вариант. Сегодня у нас будет 5 сообщений или 5 важных знаков судьбы. Поэтому можете просто выбрать, а можете просто начать от первой карты и пойти по раскладу, связав это со своей ситуацией и посмотрев, чем начинается, да, и чем заканчивается ситуация. Итак, первый месседж, он о том, что вы что-то не можете отпустить. То есть вы как бы, знаете, время идет, а вы как будто бы застряли в прошлом. И вот это застревание, оно не дает вам идти вперед, и вы, может быть, печалитесь, вспоминаете, тоскуете, может быть, по отношениям, может быть, по работе, да, то есть или по прошлому, да, вот, такое, какая-то вот есть тоска, да. Давайте посмотрим, с чем больше связана эта тоска у вас. С чем эта тоска у вас связана? Ой, это связано с отношениями. Это с близким человеком. Скорее всего, это ваш партнер, мужчина, женщина, да. Это интимный партнер, да, с которым было очень... близость была, руна Геба, да, вот так. В общем, вы из-за связей, да, как бы из-за человека какого-то переживаете, и, это вас тормозит, как минимум, да. Давайте посмотрим, что за человек вообще, да, и вообще посмотрим, а что хотят карты передать в связи с этой ситуацией. Может, какие-то советы. Ой, дьявол, видите, не отпускает вас, не отпускает этот человек. Давайте я прикрою дьявола. Дьяволицу, точнее, там женщина прям откровенно открытая, да, вот так мы ее положим, вы поняли. Но смотрите, высшие силы вам говорят, что вы зависите от этой ситуации до сих пор, и чем дольше эта зависимость у вас будет, эта связь, тем дольше вы будете пребывать вот в таком состоянии. То есть нечто из прошлого, некая связь, она идет по дьяволу. Может быть, она порочная, может быть, какие-то долги, может быть, какая-то кармическая связь, может быть, какой-то незакрытый гештальт вам мешает идти вперед и, как минимум, выстраивать здоровые отношения на подгрунте, да, на почве свободы и независимости. Да, вот так. Что еще тут может быть? Смотрите, идет очень много здесь козерога. 2 козерога подряд. И смотрите, даже вот эту фишку я случайно взял, козерог. Да? Смотрите, козерог дьявола и козерог – это карта. Я вам так скажу. Ваш прошлый партнер до сих пор держит вас и мешает вашему будущему разворачиваться в позитивном ключе для вас. И, та прошлая связь, она лишает вас оптимизма в будущем. Вот почему-то такой месседж идет. Давайте просто совет. Что вам делать в конкретном этом случае, да, с прошлыми отношениями? Тайна. Я скажу так. Либо вы не должны знать, что вам делать, да? Но мы-то пришли сюда за знаниями, а это есть тайные знания. Я вам скажу так, вам лучше закрыть эти отношения. Это карта закрытых дверей. И как вы это будете делать? Во-первых, вам подскажет сердце, что вам делать, да? Подскажет интуиция, душа. Карта говорит, закрывай эти отношения и, возможно, закрывай эти отношения с помощью магии. Возможно, да. Если ты без магии можешь обойтись, значит, закрывай не магией. Да? Вот как сможешь, так и закрывай. Или психологически, или магически, условно говоря. Вот такой вот месседж. Месседж номер 2. Ой, у нас здесь прямо есть
Астрал. Есть астрал. То есть вам либо что-то снится, либо вы связаны с кем-то. То есть о неких связях. Но эти связи, они как бы на уровне высшем. Да? Ну, тут поняли, да, видите, женщина спит, а с ней волосами, да, то есть астральная какая-то связь есть. Давайте посмотрим, что это за астральная связь у вас. Ну, или трансцендентная связь, да, можно так и так. Может быть, духовная связь у кого-то, да. Давайте о связях высшего порядка, да. Ой-ой-ой. Здесь у нас вот так. Значит, ну тут как бы идет такая как бы расчлененочка, да, условно говоря, расчленение так и есть. Смотрите, либо эта связь разорванная у вас, прерванная связь, но она как бы существует, слышите, да? Если у вас резонанс, вы понимаете, о чем я говорю. Либо это знак о том, что эту связь лучше разорвать. Возможно, она не такая уж и хорошая. Рядом мы имеем тоже карту связывающую, и рядом мы имеем дьявола. А с дьяволом, ну, лучше, да, лучше не сильно дружить, да, потому что, сами понимаете. Поэтому, смотрите, ваша связь, она либо вас расчленяет, ну, как бы, ну, я скажу так, разрывает с кем-то, но связь, ну, то есть обстоятельства разрывают вас с кем-то, а связь остается. Либо эту связь лучше разорвать. Вот давайте посмотрим. Есть некая связь на высшем уровне. Вам эту связь нужно разрывать или нет? Я бы сказал, что да. Даже если вы считаете, что эта связь вам приносит какие-то, ну, дивиденды, да, и, может быть, она вам помогает, ну, вы так считаете. Я скажу так, что в конечном итоге эта астральная связь для вас вредна, и ее лучше было бы разорвать. Давайте спросим, вот с кем у вас эта связь? С кем? Здесь очень много мужской энергии, хотя здесь женщина. У вас эта астральная связь, скорее всего, с мужчиной. Может быть муж, может быть любовник, может быть начальник, может быть отец. Ну так. Во всяком случае, эта связь имеет над вами власть. Либо человек, который с вами связан, имеет над вами власть. И эта власть для вас, она вроде бы как и выгодна, но в конечном итоге она вас... Знаете, она вас, может быть, просто расщепляет, эта связь. И вы как бы живете, может быть, разными реальностями. Ну и еще один месседж вам. Скажу так, у меня такой поток. Вам лучше освободиться и очиститься от этой связи, нежели вы будете ее продолжать. В конечном итоге вам менее выгодно продолжать эту связь и более выгодно очиститься и освободиться от этой связи. Что здесь может быть? Здесь может быть и негативная родовая программа по линии отца в том числе. Ну, просто имейте это в виду. Это о всех аспектах связи, которые мы смотрим. Дальше давайте посмотрим. Следующий месседж. У нас тут казнь, да, аутодафе, да. Аутодафе, ну, вообще это сожжение, да. Ну, здесь идет вот просто сожжение. Ну, давайте так, о наказании что-то. О наказании. Давайте посмотрим, в связи с чем это наказание, да. В связи с чем оно. Прям кто-то вам приговор зачитывает. И тут непонятно. Тут нужно понимать, это вас наказывает или это вы хотите кого-то наказать. Ну, тут уже смотрите сами по своей ситуации. Давайте посмотрим, что это за наказание. Ну, наказание у вас за агрессию и за зло какое-то. Может быть, за порчу, за сглаз. Здесь вообще глаз, и вы знаете, о чем речь. Понимаете, это очевидное что-то. Кто-то вам либо причинил зло, а вы хотите как бы сатисфакции, отмщения. Ну, давайте, речь идет о зле, которое должно быть наказано. Давайте посмотрим, с чем или с кем связано это зло. Может быть, физическое какое-то, да, воздействие, да. Да, здесь физическое воздействие и может быть и энергетическое. То есть это может быть как порча с глаз, так и физическое, да, то есть это энергия, а тут вот как бы и физическое, и энергетическое. Смотрите, речь идет о том, что возможно, либо на вас кто-то нападает, либо ваш враг получит обратку. Давайте посмотрим, это враг нападает или это вы?
Нападает, скорее всего, человек, уверенный в себе, скорее всего, мужчина или связано что-то с мужчиной. Нападает, скорее всего, человек, который считает себя победителем. Нападает, скорее всего, лев, а здесь у нас 2 льва. Огненный характер, холерик. Лев, овен, стрелец. У нас здесь 2 стрельца уже есть. Здесь есть овен, вот он. Вот лев. То есть кто-то огненный. Ну и смотрите, тот человек, который нападает, он может и пострадать. Но имейте в виду, здесь месседж такой, что хватит ли у вас силы защищаться от этого человека. Да? То есть месседж такой, что будь готова или к нападению, или будь готова к тому, что ты узнаешь, что кто-то из тех людей, кто на тебя нападал, был наказан. Давайте еще одну карту. Ну, это может быть связано с родственниками вашими. Может быть связано с детьми и родителями, и с наследством и большой суммой денег. Возможно, после того, как твой обидчик будет наказан, тебе откроется какое-то материальное финансовое вознаграждение, либо наследство, либо укрепление финансового канала. Следующий месседж. Банда чертей, раскинув все снасти, движется к городу полная страсти, но на крючке у них русалка. Да? То есть, смотрите, это о путешествии, о авантюре и о том, что вас могут затянуть в какое-то приключение. Это может быть и о поездке какой-то и так далее. То есть что-то движется в вашу жизнь, да, или к вам, или вы будете во что-то вовлечены. Вот такой вот месседж идет. Давайте посмотрим, во что вы можете быть вовлечены. Во что вы можете быть вовлечены. Здесь прикрываем. Да, смотрите, здесь выпадает карта предателя, и здесь такой месседж. Будьте осторожны, вы можете быть вовлечены в какую-то авантюру. И вот вас могут вовлечь, а потом вы еще и можете случайно пострадать. Будьте осторожны, здесь предатель. Может быть, тот человек, который вас куда-то вовлекает, он может оказаться предателем. Тоже будьте осторожны, идет такой месседж. И смотрите, учитывая то, что к вам движется не один человек, да, а группа лиц, среди них может быть не самый лучший человек. То есть вам группу лиц, с которой вы будете взаимодействовать в ближайшем будущем, как минимум нужно проанализировать, проверить, а все ли там хорошо. Например, вас ждет какая-то деловая встреча, и вы будете подписывать какие-то документы. Перепроверьте эти документы. Посмотрим, где может прятаться подвох, который идет к вам навстречу, или предатель, который затаился среди этой группы. В чем угодно, но эта карта больше о поездке, поэтому продумайте свою поездку, спланируйте ее тщательно. И это может быть все, что связано с бизнесом и с деньгами, с куплей и продажей, также с наследством и с бизнесом и работой. И последний месседж. А последний месседж касается и непосредственно вашей работы и вашего бизнеса, вашего хобби и, возможно, какого-то дела, которым вы заняты сейчас. Давайте посмотрим, что связывает вас с этим делом. Хорошая карта или не очень. Здесь что-то или будет какое-то облегчение, или что-то будет способствовать вашему делу. Здесь все-таки дождь, а здесь земледелие, и хорошему земледельцу никогда не помешает своевременный, теплый, грибной или летний дождь. Да? То есть что-то будет удобрять, или кто-то будет помогать вам. О помощи, речь идет о помощи в вашей жизни, в вашем деле. Откуда ждать помощь? Помощь нагрянет, на вас прямо нагрянет внезапно. И откуда ни возьмись, это может быть ваш знакомый, это может быть полицейский, военный, и человек с оружием может помочь вам, может и помочь защитить ваше дело. Давайте еще посмотрим. Смотрите, помощь может быть как от мужчины, так и от женщины. Помощь может быть для бизнеса и для хобби. Помощь может быть и от магии, это магическая карта, и от магической атаки. Может быть произведена работа по очищению, дождь очищения, а это работа. Видите, сколько моментов тут мы открываем с вами. Давайте еще откуда помощь ждать.
Ну и помощь с деньгами идет к вам, и ваша работа, ваш бизнес и ваше хобби начнет наконец-то приносить вам первое материальное вознаграждение, и вы будете чувствовать первые плоды. Совсем скоро это произойдет, и перед тем, как это произойдет, ви від чого-то освободитесь. Світла вам та вашому всесвітові, все буде добре, лишайтесь на зв'язку і почуємось. До зустрічі. Па-па.